Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю очень вкусные пирожки с начинкой. Начинка может быть абсолютно любая, а тесто берите себе на заметку. Дрожжи у меня свежие, прессованные, по весу их 10 грамм. Если используете сухие, тогда в 3 раза меньше. Молока у меня 220 мл, жирность молока любая. Мне выпечка больше всего нравится со свежими дрожжами, так она получается более мягкая, не так быстро черствеет. Сахара у меня 50 грамм. Пирожки сладкие, поэтому и сахара 50 грамм. Если будете делать пирожки соленые, тогда все равно добавляем сахар, грамм 20-25. Все это размешиваем так, чтобы и дрожжи растворились, и сахар. Молоко обязательно берите теплое, градусов 40, чтобы была температура, чтобы дрожжи и не сварились, и начали работать. Вот это и будет наша опара. Если вы не уверены в качестве дрожжей, тогда оставьте вот эту опару минут на 15 в теплом месте. Сверху должна появиться такая пенная шапочка. Это говорит о том, что дрожжи рабочие. Если шапочка не появилась, тогда повторите весь процесс заново и с другими дрожжами. У меня дрожжи проверенные, рабочие, поэтому я сразу же приступлю к замесу теста. Яйцо я достала заранее из холодильника, оно полежало и стало комнатной температуры. В тесто я добавляю только желток от одного куриного среднего яйца. Белок не добавляю, белок всегда делает тесто более жестким. Растительное масло, у меня масло подсолнечное, без запаха, его 50 мл. Там, где есть сахар, там должна быть и соль, для баланса вкуса и наоборот. 1 щепотка соли. Ванилина добавляю четверть чайной ложки, добавляйте его столько, чтобы выпечка потом не была горькой, много его не добавляйте. Если ванильного сахара, то можно и 1 чайную ложку. Все продукты я подготовила заранее, чтобы здесь все не остывало, и быстро замешиваю тесто. Я использую муку пшеничную высшего сорта, мука у всех разная и муки уйдет разное количество. Пока что у меня здесь отмерено 400 грамм, если понадобится, я добавлю еще. Весь список продуктов я напишу под видео. Добавляю еще немножко муки и буду смотреть, тесто должно собраться в комочек. Тесто сначала имеет одну структуру, но я его буду вымешивать руками где-то минуту-две, и оно станет уже другим. Пока что оно липнет ко всему, к столу, к рукам. Тесто пока вот собирается в такой комок, но оно очень тягучее, прилипает просто ко всему. Будем его вымешивать. Муку я сюда больше добавлять не буду. Всего муки у меня уйдет 500 грамм. Вот сейчас тесто я вымешиваю 1 минуту руками, и оно уже стало другим. А так тесто уже однородное, и оно отлично вымешивается. Если тесто забить мукой, то оно получается такое более плотное, булки уже не будут такие воздушные. Наши печеные пирожки в духовке. Сохраните себе этот рецепт теста, он действительно хороший, и на следующий день эти пирожки будут точно такие же, как будто бы вы их только что испекли. Прошло 2 минуты, тесто получилось вот такое, оно очень мягкое, такое воздушное. Палец легко в него продавливается. Теперь уже тесто не оставляет следы ни на руках, ни на столе, нигде. Тесто все собралось в один такой комок. Беру емкость, руки я теперь смажу растительным маслом, и маслом этим обмажу все тесто. Емкость обязательно накрываю крышкой, чтобы тесто у нас не заветривалось, и отправлю в теплое место где-то на час-полтора. Тесто должно увеличиться несколько раз в размере. Замечательное тесто, оно было полностью поднялось до самого верха, и я его обмяла. Вот снова оно подошло. Мягкое, воздушное, я из этого теста готовила и пончики. Они, кстати, получаются очень-очень вкусные. Даже можно внутрь добавлять начинку в эти пончики. Пока руки чистые, не в тесте, сразу же беру противень, пергаментную бумагу. Я все буду выпекать на пергаменте. Стол не подсыпаем мукой, только смазываем растительным маслом. Тесто делим на нужное количество нам пирожков. Все это тесто я подкатываю в шарики. Чтобы они не заветривались, сверху можно накрыть пакетом. Сохраните себе этот рецепт.
Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети, я вам буду за это очень благодарна. Классное тесто, не надо никакая скалка, оно замечательно растягивается руками. Хотите, делайте круг, хотите овал. Да и по толщине тоже можно регулировать. Хотите потоньше тесто, хотите потолще, как вам больше нравится. Пирожки у меня будут с яблочным повидлом. У меня его где-то 2/3 стакана. Повидло я выкладываю в серединку. Можно готовить продолговатые, такие классические пирожки. Я же сделаю треугольные. С одной стороны до середины защипываю края, а потом беру тесто снизу и соединяю с первыми двумя частями. Получается вот такой треугольник. Обязательно весь этот шовчик, края хорошенечко защипываем, так чтобы начинка потом не вытекала. А вот эти острые края заправляю вовнутрь. И саму вот эту заготовку я переношу на противень, на пергамент, вот этим швом вниз. Точно так же делаю заготовки из всего оставшегося теста. Разминаю шарик в такую тонкую плоскую лепешку. Сначала соединяю сверху два края теста. Когда дохожу до серединки, тогда добавляю еще и снизу третий край и все это защипываю хорошенечко. Треугольные пирожки выглядят необычно. Сформировала все вот эти треугольные пирожки, выложила на противень и сверху я накрыла пакетом. Оставлю на 10 минут, чтобы все здесь у нас расстоялось в теплом месте, без сквозняков. У меня получилось 12 пирожков, на одном противне 6 и на втором тоже 6. Все готово, пирожки хорошенечко поднялись. Когда выкладываете пирожки на противень, обязательно оставляйте свободное место, потому что пирожки будут расти во время того, как мы будем выпекать, чтобы они просто друг с другом не соединялись. Один куриный желток без белка. Если хотите, сюда же можно добавить еще 1 столовую ложку молока. Но мне больше нравится, когда один желток. Желток хорошенечко перемешиваю и буду смазывать наши заготовки. Пирожки получатся такие красивые, глянцевые и очень румяные. Только я всегда смазываю уже после того, как пирожки расстоялись, перед тем, как их убирать в духовку. А если смазать желтком до того, как им дать расстояться, тогда сверху будет такой рисунок, как будто бы трещины. Духовку я уже разогрела до температуры 180 градусов. При этой же температуре буду выпекать. На среднем уровне в духовке, без всякой конвекции, потому что она подсушивает. А по времени это будет зависеть от каждой конкретной духовки. До румяности пирожков. Проверьте их потом в серединке зубочисткой, чтобы она оставалась сухой. Может понадобиться и 10, и 20 минут. Одного желтка хватает, чтобы смазать все эти заготовки. Все, отправляю в духовку. Пирожки еще очень горячие. Я их сразу же уже сняла с противня. Посмотрите, как они пружинят. Пусть немножко остынут. Разломила пирожок. Я надеюсь, что я вас смотивировала на такую готовку. Я думаю, что мало кто не любит пирожки с повидлом. Очень вкусные пирожки получились. Тесто такое очень мягкое, воздушное. Одно плохо, что одним пирожком не отделаешься. Рука так и тянется за вторым. Если у вас большая семья, готовьте сразу же двойную порцию. Вот точно так же, как они пружинят в первый день, и во второй они останутся точно такими же. Готовьте на здоровье, домашняя еда самая вкусная и готовится она всегда с любовью. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео на канале и узнавать об этом первыми. Всем до встречи в комментариях, в новых видео, всем удачи и пока-пока!